Фисташка – популярное лакомство, которым изобилуют полки любого продуктового магазина. Каждый житель нашей страны хотя бы раз в жизни пробовал такой орешек. Но вот что собой представляет это растение, как произрастают на нем плоды и в каких регионах оно растет, знают далеко не все. В этом видео мы расскажем все о фисташках. Оно позволит вам узнать много нового и интересного об этом растении. Родина фисташек – Западная Азия, включая территорию от Сирии до Афганистана. В Древней Персии это лакомство особенно ценилось и почиталось, его считали символом достатка, богатства и плодородия. Это одно из любимых лакомств царицы Савской, которая особо почитала их за нежный сливочный вкус и питательную ценность. Во времена процветания Римской империи дерево было завезено в Древнюю Грецию, а из Сирии культура попала в Италию. После того, как Великая Римская империя потерпела крах, культивирование деревьев фисташек на время прекратилось. Но позже арабы завезли культуру на Сицилийский остров после его завоевания. Сейчас фисташки культивируют во многих странах. В коммерческих целях культивирование растений началось с 1980-х годов. На сегодняшний день крупнейшим производителем фисташек является Иран, второе место занимают США, затем следуют Китай, Турция и Сирия. В России, к сожалению, климат не подходит для выращивания фисташкового дерева. Но местом, где данное растение могло бы не только расти, но и плодоносить, является Крым. Однако плоды, выращенных здесь фисташек, практически непригодны для употребления в пищу. Из них можно делать только различные масла. Фисташки растут в природе поодиночно, как, например, дикие сорта в Узбекистане. Они не любят произрастать в тесной компании своих собратьев. Зато они неприхотливы к почве и не требуют плодородных черноземов. Дерево отличается очень длинными и цепкими корнями, которыми оно плотно держится за почву. Деревце отлично приживается на горных склонах. Корневая система растения может расстилаться в стороны, вплоть до 40 метров, а вглубь – на 15 метров. Фисташковые деревья – настоящие долгожители. В благоприятных условиях они растут и плодоносят до 400 лет. Например, путешествуя по старинному Самарканду, при желании вы сможете увидеть фисташковое дерево, возраст которого уже больше 500 лет. Обычно фисташковое дерево достигает в высоту 10 метров. Растение отлично переносит засуху и мороз до минус 20 градусов. В тех странах, где растет культура, ее часто именуют зеленым миндалем. Мы же привыкли называть фисташку орехом, хотя, на самом деле, это совсем не орех. Культура относится к семейству сумаховых, а плод фисташкового растения является костянкой. Тот плод, который мы именуем орешком, на самом деле является косточкой. Выращивание фисташки – чрезвычайно выгодное дело. Это, можно сказать, инвестиции в будущее. Деревья неприхотливы, не требуют особого ухода и полива, но дают урожай не сразу, а только через 10 лет. С каждого дерева можно собирать по 1 килограмму плодов, а уже к 20 годам оно будет давать 5-6 килограммов плодов. Урожайность плантации из 200 деревьев к 15-17 годам составит целую тонну. При посадке фисташки следует помнить, что ее корневая система не позволяет пересаживать ее в другое место. Корень этого дерева достигает 1,5 метров, поэтому применяется контейнерный метод посадки. Это является новой эффективной технологией выращивания фисташки в контейнерах малого объема по типу рассады. Контейнеры готовятся из полиэтиленовой пленки. Размер пакета составляет 5 на 25 см. Во внешней части контейнера делаются небольшие отверстия, после чего контейнеры заполняются субстратом и помещаются в ящики по 100 штук в каждом. Посадка растений на плантации обычно производится в апреле-мае. Особую опасность для молодых растений представляют поздние весенние заморозки. Сроки посадки определяются высотой местности над уровнем моря и метеорологическими условиями. За 2-3 часа перед посадкой рассаду поливают для предотвращения рассыпания почвы при вскрытии контейнера. Посадка проводится на ранее размеченный участок. На каждом посадочном месте заранее рыхленой и удобренной почвой делается ямка глубиной 25 см. Далее ямка засыпается почвой. Растение приводится в вертикальное положение и поливается 1 или 1,5 литрами воды.
Создание фисташковых плантаций – это долгосрочное и надежное вложение капитала, которое окупится через 10-15 лет. В течение 200 лет плантации могут давать стабильный урожай, что важно для будущих поколений. Благодаря высоким вкусовым качествам плоды фисташки на мировом рынке оцениваются в 3-4 раза дороже ореха грецкого и миндаля. Фисташку недаром называют деревом-комбинатом, так как все ее части, древесина, листья, плоды снова могут быть использованы людьми для своих нужд. С середины весны ветки деревца украшаются маленькими цветочками, нежного желто-красного окраса или насыщенного алого оттенка. Плоды начинают созревать в начале осени. В это время веточки деревца унизывают гроздья, которые внешне очень напоминают виноград. Таким образом, на ветках деревьев формируются красивые желто-красные, иногда зеленоватые или фиолетовые соцветия метелки, из которых затем образуются связки плодов-костянок, известных в обиходе как фисташковые орехи. Именно в этот момент выглядит растение фисташки очень привлекательно. Внешний вид фисташковых плодов довольно необычный. Они напоминают виноградные гроздья. Очень привлекательная и цветовая палитра гроздей, от нежного кремового до желтого с постельной розовинкой. В период созревания плодов на бусинках, собранных в гроздья, образуется трещинка. Это знак зрелости плодов. Именно в таком виде начинают собирать урожай. И с такой трещинкой на твердой скорлупе мы покупаем фисташки в магазине. Фисташка – растение ветроопыляемое, двудомное, для образования плодов необходимы как женские, так и мужские экземпляры деревьев. Плоды же могут образовываться только на женских растениях. Эту особенность следует учитывать при выращивании фисташковых деревьев. Обычно одного мужского дерева достаточно для опыления 8-10 женских. В правильно организованных фисташковых плантациях каждое 11-е дерево в ряду мужское. Фисташки собирают, когда внешняя шелуха, покрывающая плод, ослабевает. Они падают достаточно легко, если дерево потрясти. Шелуха покрывает бледно-зеленый плод, заключенный в корпус бежевого цвета. Одно дерево может давать около 25 кг очищенных фисташек. Известен интересный факт. В древности спелые плоды добывали только ночью, потому что в светлое время суток листья деревьев выделяют токсичные для человека вещества. Сейчас такая проблема полностью решена, и спелые плоды собирают днем специальные машины. Длина орешков в среднем составляет около 25 мм. При созревании в августе-сентябре, ядро, покрытое сверху тонкой розоватой или светло-коричневой кожицей, приобретает зеленый цвет, а скорлупа – светло-бежевый. У спелых орехов скорлупа трескается со щелчком и приоткрывается, из-за чего эти плоды в Иране называют также улыбающимися орехами, а в Китае они известны как орехи счастья. В конце XIX века фисташки попали в Калифорнию. На сегодня Соединенные Штаты Америки – одна из стран, где выращивают фисташки в наиболее крупных объемах. Орехи не только идут на экспорт, но и в огромных количествах потребляются жителями. Созревание плодов происходит не одновременно, в 2-3 этапа. Раньше всего поспевают орехи в нижней части гроздьев, поэтому их собирают в первую очередь. Затем наступает черед плодов, расположенных в средней части. Последними собирают орешки, оставшиеся у основания кисти. Несмотря на то, что сбор урожая в основном осуществляется машинным способом, его стараются проводить в вечернее, ночное или утреннее время, когда солнечные лучи не успели нагреть листья деревьев. В жаркий полдень листва фисташек обильно покрывается эфирными маслами, которые в больших количествах представляют собой сильный аллерген для человека и могут оказать токсичное действие, причинив существенный вред здоровью. Это головокружение, обмороки и тому подобное. Стабильно высокие урожаи фисташек гарантированы при высадке на плантации нескольких различных сортов, отличающихся сроками цветения и плодоношения. Это поможет избежать паузы в получении урожая, так как периодичность плодоношения у каждого определенного сорта индивидуальна. У некоторых сортов период плодоношения может длиться 2-3 года с перерывом в 1 год, представители других сортов могут брать паузу через 1-2 года.
Кроме того, все сорта обладают и различной биологической продуктивностью. Собранные плоды очищают от плодоножек и хорошо просушивают на сквозняке, в затененном от прямых солнечных лучей месте. Для нейтрализации фитиновой кислоты, содержащейся в фисташках, применяется также технология замачивания их в солевом растворе с последующим подсушиванием или поджариванием. Собранные орехи отправляют на фабрику, где их сразу же перерабатывают, поскольку они могут очень быстро испортиться. Технологический процесс промышленной переработки фисташек происходит следующим образом. Сначала плоды очищают от внешней оболочки и сортируют, в ходе этого отделяется шелуха и пустые скорлупки от орешков, пригодных к дальнейшему употреблению. Для этого их замачивают, в результате чего хорошие орехи погружаются на дно, а ненужный мусор всплывает. Затем производится сушка, в ходе которой из орехов удаляется лишняя влага. Это позволяет предотвратить появление грибка и порчу продукта. Наконец, осуществляется хранение в огромных силосных башнях, внутри которых поддерживается прохладная температура и низкая влажность. Благодаря содержанию фисташек в таких условиях они могут храниться на протяжении года. Из бункеров хранения отбирают необходимое количество орехов и отправляют их на сортировку, где отделяют крупные фисташки от мелких. Этот процесс производят в сортировочном цехе на калибровочных машинах. Далее фисташки с приоткрытой скорлупой отделяют от закрытых при помощи специального оборудования. После этого, используя высокотехнологичный сканер, отбраковывают орехи с различными дефектами. Затем они отправляются по транспортерной ленте на повторную сортировку, где рабочие убирают оставшиеся плохие орешки вручную. Последний этап – это пастеризация при температуре 112 градусов. Этот процесс позволяет удалить лишнюю влагу и убить грибок. После готовые фисташки упаковывают и отправляют с завода на продажу. Упаковка готового продукта осуществляется при помощи вакуумного аппарата. Чаще всего она из полимерных материалов с частичной прозрачностью. Последний фактор позволяет потребителю оценить качество и привлекательность продукции. Часть орехов, которые планируется продавать в жареном или соленом виде, предварительно поджаривают и обрабатывают в специях. В торговые сети страны фисташки поставляются подсушенными с солью, обжаренными с солью. Причем соль может быть как обычная, так и морская, которая дополнительно обогащает продукцию йодом.
В заключении следует сказать, что, несмотря на высокую калорийность фисташек, их употребление в пищу не связано со значительным увеличением веса. Похоже, что при включении фисташек в рацион питания люди становятся менее голодными и, естественно, сокращают потребление других калорий. Однако фисташки проявляют полезное действие на организм лишь сырыми. Соленые же, так любимые большинством мужчин, так как являются отличной закуской к пиву, должной пользы не принесут. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!